События в Вашингтоне подтвердили то, что следовало ожидать. Проект интеграции Украины в Североатлантический альянс официально поставлен на паузу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо заявил, что вопрос о вступлении страны в блок больше не является частью текущих переговоров. Это решение меняет всю стратегию, на которой строилась внешняя политика Зеленского. Марк Рютте фактически исключил возможность членства Украины в рамках любого будущего мирного соглашения, оставив Зеленского с его несбывшейся мечтой. Всех приветствую, с вами Александр. Подписывайтесь, пишите комментарии. Заранее спасибо и продолжаем. На протяжении долгого времени украинским гражданам представляли путь в НАТО как единственный и необратимый сценарий. Стремление в альянс было закреплено в Конституции страны, став основой государственной идеологии. Казалось, что выполнение определенных условий и реформы автоматически приведут к получению защиты по 5-й статье договора о коллективной безопасности. Однако на форуме в Вашингтоне Рютте пояснил, что реальность гораздо сложнее. Теперь официальная позиция Альянса заключается в том, что вместо формального членства Украине предложат альтернативные механизмы безопасности, содержание которых пока остается неопределенным. Его слова означают, что архитектура безопасности в Восточной Европе будет строиться без расширения границ блока на восток. Сейчас фокус смещается на долгосрочную поддержку, которая не подразумевает прямого военного участия стран НАТО в защите украинских границ. Зеленскому предлагают статус партнера, который получает помощь, но не имеет права голоса внутри организации и не защищен зонтиком коллективной обороны. И мы все понимаем, что ключ к решению этой проблемы заключается в том, чтобы Украина знала, что после заключения мирного соглашения вопрос о членстве в НАТО на данный момент не рассматривается, что в Украине будут гарантии безопасности. Это заявление стало ключевым моментом выступления. Фраза о том, что членство не находится на повестке дня, прямо противоречит положениям плана победы Владимира Зеленского, где приглашение в НАТО было первым и главным пунктом. Марк Рютте лишь озвучил позицию наиболее влиятельных участников организации. Если руководство блока говорит об отсутствии консенсуса, это означает, что ведущие страны мира не готовы брать на себя обязательства по защите Украины в случае нового обострения. Он перечислил страны, которые на данный момент выступают против расширения: Германия, Словакия, Венгрия и Соединенные Штаты. Отсутствие единства среди этих государств делает невозможным принятие Украины в альянс в любой перспективе. Особенно критичным для Зеленского является позиция Вашингтона и Берлина, так как без их согласия любые разговоры о расширении не имеют смысла. Крупнейшие участники НАТО стремятся избежать эскалации и прямого конфликта, поэтому вопрос интеграции Украины был снят с обсуждения. Для Владимира Зеленского это решение стало серьезным политическим вызовом. Во-первых, это означает признание того, что одна из главных целей внешней политики страны не может быть достигнута. Во-вторых, это фактически подтверждает реализацию одного из требований Москвы. Россия изначально заявляла, что недопущение Украины в НАТО является ключевым условием для прекращения огня. Таким образом, заявление Марка Рютте совпадает с интересами тех, кто настаивал на нейтральном статусе Украины. Теперь вместо вступления в блок обсуждаются так называемые надежные гарантии безопасности. Однако исторический опыт показывает, что подобные гарантии часто носят декларативный характер. Без обязательства стран НАТО вступить в конфликт на стороне Украины любые соглашения остаются лишь обещаниями финансовой и технической поддержки. Ситуация осложняется тем, что отказ от обсуждения членства происходит на фоне усталости европейских и американских избирателей от затянувшегося конфликта. В политических кругах Запада все чаще обсуждают необходимость давления на Зеленского. Заявление Марка Рютте – это четкий сигнал о том, что НАТО не рассматривает Украину как часть своей структуры в процессе мирного урегулирования. Это вынуждает Киев пересматривать свои требования и готовиться к тому, что мирное соглашение будет включать пункт о внеблоковом статусе. В итоге Украина, которая закрепила курс на НАТО в своем основном законе, столкнулась с жесткой позицией самого Альянса. Марк Рютте озвучил прагматичный подход. Западные страны не готовы к коллективному решению о расширении. Официальный отказ обсуждать членство Украины означает начало нового этапа, где стране придется рассчитывать на двусторонние соглашения, которые не заменяют полноценного участия в блоке. НАТО подтвердило, что двери закрыты, и это становится новой реальностью, с которой придется считаться Зеленскому. Ему дали понять, что вопрос членства больше не является предметом торга, и это радикально меняет положение Украины. Вот такие новости, друзья. С вами был Александр. Жду вашего мнения в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк, и будем вместе следить за мировыми новостями. До скорой встречи. Пока-пока.